Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о здоровье. Сегодня мы с вами поговорим о магнии. Я постараюсь сделать видео коротким, так что оставайтесь со мной до конца. Меня зовут Виктория Андерсон, я нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Я всегда говорю, если в организме нехватка каких-либо витаминов или минералов, это происходит по трем причинам. Мало поступает, быстро расходуется или же плохо усваивается. Магний отвечает за три системы нашего организма. Это энергетическая, это нервная и это костно-мышечная. Магний очень и очень быстро расходуется, его нужно постоянно пополнять. Депо магния находится в наших костях. И это депо расходуется очень быстро, особенно у женщин, которые пребывают в менопаузе или же в период после менопаузы. Поэтому у многих женщин в этом именно периоде возникает хрупкость костей, ломкость костей, остеопорозы и так далее. И очень важно пополнять, как я уже сказала, этот минерал нашему организму. Магний, он участвует в работе нашего сердца, поэтому кардиологи очень часто вам советуют и выписывают этот минерал. Он нормализует учащенное сердцебиение, также участвует в нормализации нашего давления. Выработка коллагена – это наша молодость, это тоже спасибо магнию. У нас выработка идет такого прекрасного гормона, который называется мелатонин, тоже благодаря магнию. Посмотрите, пожалуйста, это видео о мелатонине. Магний работает на благо нашей плотности костей, то есть в сочетании с витамином D. О витамине D я обязательно запишу в следующий раз для вас еще одно видео, так что следите за моим каналом. Чем хорош еще магний? Он способствует и работает вместе с более чем 300 ферментов нашей печени. То есть в печени магний также остро необходим. Благодаря магнию печень избавляется от токсинов, то есть от всего мусора, который попадает к нам в печень. Какие симптомы нехватки магния? Например, если у вас дергается глаз, да, или же у вас по ночам сводит ноги, судороги вас мучают, вы от этого просыпаетесь, синдром неспокойных ног, что еще? Вы раздражены, у вас какая-то апатия, у вас депрессия, вам ничего не хочется, какие-то плохие мысли, рваный сон, вы не можете уснуть, вы просыпаетесь, потом не можете уснуть опять. Это все из-за того, что вашему организму не хватает магния. Понаблюдайте за собой, посмотрите, есть ли у вас какие-то симптомы. О количестве, каком вам необходим для вашего организма, я скажу чуть позже. Значит, как выводится этот самый магний из нашего организма? Ну, во-первых, стресс. При стрессе магний просто горит и сгорает. Кофе нехорошо влияет, то есть выводится из-за этого кофеина магний из нашего организма. Те, у кого высокое давление, они, как правило, принимают мочегонные какие-либо препараты. Также очень многие мои курсисты, которые хотят похудеть с помощью мочегонных лекарств, это очень плохо влияет на вывод магния, из организма. Поэтому, пожалуйста, осторожно, если вам не прописал врач эти препараты, а вы просто хотите похудеть, то вам это запрещено делать, потому что вы теряете магний. Болезни кишечника, они препятствуют усвоению магния в нашем организме. Да? В общем, магний играет колоссальную роль в работе нашего организма. И так как он очень быстро выводится по тем причинам, которые я только что указала, необходимо нашему организму его самим помогать и восполнять. Я всегда говорю, что витамины лучше всего получать, конечно же, из живых фруктов, овощей, мяса, рыбы и так далее. А минералы, да, они тоже имеются в таких овощах, как, к примеру, зеленолиственные, шпинат, семя льна, тыквенные семечки,
зеленая гречка, коричневый рис цельнозерновой, да, в этих продуктах имеется магний. Но помимо этого всего необходимо, конечно же, еще и помогать нашему организму получать вместе с таблетками. То есть магний вы можете купить в любой аптеке или заказать по интернету. Это может называться магний цитрат или же как-то по-другому. В Европе называется магнезиум, например. Минимальная доза магния составляет 600 миллиграмм, максимальная 2000, то есть это 2 грамма. И не волнуйтесь, не бойтесь, принимайте этот магний, который, кстати, также помогает при запорах. Те люди, которые страдают запорами, у них нерегулярный стул, попробуйте попринимать магний. Вы увидите, как ваша жизнь резко улучшится, и вам станет гораздо проще с этим вопросом. Вы решите эту проблему. Магний участвует в обмене углеводов и жиров, к чувствительности клетки к инсулину, инсулинорезистентность, преддиабет. Все это очень и очень важно для нашего организма. Чем больше магния, тем больше хорошего холестерина. Что еще могу посоветовать вам? Из таких народных средств вы можете пополнять свой магний еще и таким коктейлем, как я называю, смузи. Он делается очень просто. Берете одно большое яблоко, пол банана, 1 чайную ложку арахисовой пасты без соли, без сахара и буквально 6 шариков замороженного шпината, например. Все это хорошенько взбиваете в блендере. Если консистенция будет густая, можете добавить немножко водички, ничего не будет. И такой смузи, он будет вкусный. Также в него можно, кстати, добавить и четвертинку авокадо. То есть будет сытный, хороший, такой полноценный у вас перекус. Но я вам советую такой дринк делать себе не натощак, не на завтрак, а где-нибудь как хороший перекус, как я уже сказала. Ну, между, например, завтраком и обедом, или между обедом и следующим перекусом у вас может быть вот такой вот смузи. Очень полезно, вкусно и много магния вы пополните. Анализ на магний лучше не сдавать, потому что вам всегда покажет анализ крови, что у вас все в норме, в референсе. Почему? Потому что магний – это межклеточный минерал, и, естественно, в крови он никак не плавает, и анализ крови вам ничего на эту тему не покажет, и не тратьте на это деньги. Так что, мои друзья, если вы хотите лучше спать, хотите легко и с удовольствием потянуться в кровати, у вас не будут сводить судорога ногу, то, пожалуйста, принимайте магний, прислушайтесь, это должно быть на ежедневной основе. Вреда вам никакого магний не принесет. Он должен поступать в наш организм точно так же, как омега-3 или масло печени трески ежедневно, витамин D тот же, да. Ну что, мои хорошие, вот я, как и обещала, уложилась в короткое время. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии. И в следующий раз, как я уже сказала, мы с вами поговорим о витамине D, который очень и очень важен нам всем. А на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. До новых встреч. Пока!